первые дни лета всеми обожаемая компания выпустила трейлер новой игры по Сонику в стилистике пресловутой 2D классики, используя крайне мыльные 3D модельки и музыку из провального Соника 4, намекая игроку о том, что они планируют выпустить и обмазать ее нас с ног до головы. Всем привет, с тобой Андрей Марас и провальный Sonic Superstars. С чего бы начать? Да. Если ты являешься моим подписчиком, то ты точно смотрел обзор по демке Superstars Gamescom, за который я отдал $60, где я сказал, что жду с нетерпением выход игры. Но за 3 суток до релиза в Steam она вышла на консоли. Я так рад был этому, когда узнал об этом. Бросил все свои дела, свой обновленный ПК под этого Соника и стал консольщиком. Но ты не волнуйся, спустя пару часов я снова стал натуралом, но привкус кала во рту все же остался. Чем я так остался недовольным? Сейчас расскажу. Как я уже давно говорил, Sonic Superstars крайне дорогой. Как игра на консоль цена норм, но для Steam с высокой конкуренцией это оверпрайс. Я на такое готов закрыть глаза, если в игре действительно много контента, но я ее прошел за 4,5 часа. От начала и до конца. Конечно, первые 2 уровня я уже давно выучил, но вряд ли бы я там смог надолго застрять. Мне приходилось играть на геймпаде, когда я все игры привык на клаве проходить. Как сложно это мне не давалось бы, но не за 4,5 часа для игры за 5000 рублей. К тому же я с первой попытки смог собрать все 7 изумрудов и получить истинную концовку. Ну как истинную? Я прошел весь туремод. По его завершению открывается прохождение за Трип, нового персонажа игры. И если при обычном прохождении можно менять персонажа на уровнях, то тут только Трип. Причем для открытия истинной концовки надо полностью пройти игру за нее. А это тот же самый сторимод, но с выкрученной сложностью на хард. Как с фронтами, когда основная игра изичная, а последний остров из дополнения лютый хардкор. Только после этого становится доступен финальный босс, который убивается за 5 минут и сильно схож на финал мании в механиках. Ничего против такой задумки не имею, но когда хочется действительно полностью пройти игру, то дважды ее переигрывать за день тупо не хочется. Я же не мазохист и не стану переигрывать игру по 10 раз, чтобы увидеть true финал. Что ты сейчас сказал? Я бы хотел затронуть текстуры, которые то еще мыльцы. Про версию свеча не буду говорить. Там мыло это норм. А про ПК, где текстуры с момента демки все же подкрутили. Зачастую они заползают друг на друга. Особенно это прямо бросается в глаза в финальной битве, которая должна быть идеальной. Потому что она задает послевкусие игры. Напомню, это игра за 5000 рублей. А когда персонаж находится в Альдине, то ловится лютый кринж с модельки. Так же как и дизайн плоской головы драконорожденной Трип. Нам обещали абсолютно новые, оригинальные уровни в игре. Но их почти нет. В игре присутствует 11 уровней и 26 зон, и я хочу подробнее о них рассказать. Мостовой остров, кто бы как ни говорил, что это новая локация, я вижу в ней всеми любимый Green Hill. Он такой же ярко-зеленый, и это первый уровень игры. Выводы сами лезут в голову. Скоростные джунгли все же оригинальный уровень, тут к нему не докопаться. Кроме как больших локаций с рельсами, где ты тупо катишься вперед, как в Heroines. Skysen, я хотел сказать Небесный храм, самый прямолинейный омаж на Небесное святилище. Там даже схожая композиция играет. Разработчики сами признаются, что схалтурили. Пинбольный карнавал настолько оригинальный уровень, насколько часто во всей франшизе его можно повстречать. Ладно бы ввели этот пинбольный уровень с его топовым геймплеем только на этой локации. Но нет, всунем его во многие уровни, ведь пинбол топ игра во всем мире. Лагуна сплошная подводная карта. Вся суть будет сводиться к тому, чтобы плыть и надеяться, что до следующего пузыря с воздухом осталось недалеко. Хотя, если правильно проходить игру, то там можно найти водяной изумруд, с помощью которого под водой легко передвигаться. Песчаное святилище. Название спи***но у воздушного святилища, а геймплей с нефтяного моря. Тематика игры пустынная. Играет завывающая музыка. Соник может спокойно забираться наверх по падающему песку, так же как и по текучей нефти. Тонет в песках, как и в море. И вообще, как Соник не стирает жопу, скатываясь по песку, ведь это же не вода и даже не нефть. Вот у него действительно после этого горит очко. Прессованный зовут хоть схож по названию с локации мании, но они все же разные. Первая стадия прикольная, когда гигантский отбойный молот бьет по земле со всей дури, а чего трясется все вокруг. Второй акт опять-таки напоминает нефтяное озеро мании, где приходилось тянуть на рычаги, чтобы не задохнуться, а тут чтобы дрон не поджег Соника. А босс локации вообще макака, которая работает в ДВС.
Золотая столица — очередной уровень с пинболом, но при этом она без причины ломает физику игры, где персонаж спокойно стоит на потолке и не падает, потому. А еще в конце поджидает самый сложный босс в игре, где я умер пару раз, а еще ее концовка зависит от истории, в какую именно ты играешь. Киберстанции я выдаю бан. На Геймсконе я спрашивал, будет ли такой уровень в соло-прохождении, и мне отвечали, что нет. И когда после тяжкого прохождения Фэнга наступил этот киберспейс, я охуел. И что смешное, этот уровень не схож по стилистике на другие уровни Суперстарс, но при этом это лучший левел в игре. Я пытался понять, почему так, но всему свое время, так же как и битвы с боссом, который на этот раз копировала Metal Sonic, причем из разных игр. А вот замороженная станция действительно хороший уровень, с ледяными пиками, конвейерной лентой и Тейлзом, который крафтит яйцевозку, а Соник на ней летит в космос через самый тупой и душный акт во всей игре, где надо пулять по сферам из Соника CD, при этом уворачиваясь от коровы вируса и 47-й хромосомы автора этой идеи. Крепость, как и следует последней локации, крайне сложная, с платформами, которые грузятся медленнее персонажа, как во фронтах. Когда персонаж начинает левитировать, и управлять становится просто невозможно. Либо же спокойно умираешь от рандомной тычки платформы. Я уверен, те, кто будет проходить игру без получения урона, дропнут эту идею после 100-й попытки. Особенно, когда наступает второй этап, и мы заново ее перепроходим, только теперь идя назад, слева направо. Арабы точно обрадовались бы этой фиче. Metal Overlord со скином Eggman Deep из Prime оказался очень простым. А еще он имеет тупое лицо из-за 3 антенн. Походу, все же Sonic Team опять их наебал, сказав, что все уровни будут оригинальны. Честно. Как я и говорил, изумруды хаоса дают дополнительные способности во время их использования. Когда я разбирал демку, то говорил, что они тупо оказывают игру, и я был прав. Причем я их даже недооценил. Если синий изумруд запросто убивает этих медленных и гигантских боссов, то красный стал лютой имбой в прохождении обычной игры. Он затмевает собой все изумруды хаоса. С помощью его атаки может отобраться во всевозможные уголки, а также ею убивать врагов. Голубой изумруд не позволит персонажу задохнуться и позволит спокойно и быстро плыть по воде. Остальные изумруды полный кал, у которых есть лучшая альтернатива в виде синего и красного изумрудов. Раз я недавно затронул композицию Sky Century, то поспешу расстроить, что половина всего плейлиста получилась посредственной. Конечно, музыка это субъективщина, но я сейчас поделюсь, чем именно она мне не зашла. При упоминании словосочетания игра по Сонику представляется нечто быстрое, динамичное, в том числе и музыка. Но большая ее часть получилась спокойной, размеренной, чего такой вайб теряется. Не хочу надолго останавливаться на ней, поэтому затрону самые слабые треки. Все пинбольные треки занимают топовые места в самом дне. Когда наступила эта локация, после минуты прослушивания я выкрутил громкость на 0, чтобы хоть как-то сохранить свои уши. Когда персонаж подбирает бустер на скорость, музыка ускоряется до такой степени, что ее невозможно вообще хоть как-то воспринимать. Ни в одной игре по Сонику такого я еще не встречал. Финальный бой с Эгманом вообще набор звуков. Чем-то напомнил мне кое-что из форцов, звучащего в этой же стези, что крайне плохо. А устройство темы битвы с истинным боссом мне вообще напомнил кое-какое сражение в Сонике по своей структуре. При этом я понимаю, что многие треки вдохновлены старой классикой, но не настолько много для полностью оригинальной игры, как тот же акт Занаглза Золотой Столицы, либо же первый акт Лагунного Города с темой Chemical Plant. Про Special Stage я уже не буду разглагольствовать, я его похуй еще во время разбора демки игры. В Mario Superstars нет каких-либо диалогов, вместо этого используются звуковые эффекты, которые звучат не то что дешево, а ужасно. Такое чувство, что специально гуглили в инете самые кринжовые звуки скрежета металла, записанные еще в 20 веке. Я, когда впервые это услышал, думал, мне показалось, что звук какой-то плохой, но к сожалению... Особенно это заметно во время сцен трип с Фэнгом. Хоть сам сиди и переделай с бесплатных пресетов. Монетки, которые мы собираем по ходу прохождения игры, теперь необходимы не для экстра контента, а для скинов в батл моде. Он меня совершенно не интересует. Зашел только чтобы понять, куда тратить монеты. Я от их цен. Берем пример с Оверпрайс. Ну и нафиг тогда вообще собирать монетки. Беги, получай урон, дропай кольца. Ведь нечего терять.
Теперь и системы жизни с нами также больше нет. А вся анимация мультов в игре выглядит так, будто ее записали с экрана на телефон из-за сильных пересветов, горизонта который от переключения сцен каждый раз меняется. Ну, тут ты сам все видишь, и на моменте ее слива только ленивый не высказался, насколько она плоха. Так что, настолько ли плох новый Соник? Если сравнивать с тем же Frontiers, ведь эти игры про Соника практически одной ценовой... Точно! С релизом игры Sonic Overprice, Sega в Steam подняла цену на Frontiers, игре, которая вышла год назад и некогда продавалась со скидкой в 50%, теперь стоит 30 тысяч тенге, то есть 5000 рублей. Ну, видимо, покупка фронтов оказалась хорошей инвестицией. И добавим в копилку минусов игры еще и этот факт. В игру завезли кооп. Ну как кооп? Сетевой игры нет, можно только катать с одного устройства. Максимум можно собрать 4 игрока. Я проходил этого Соника с другом, и это было очень трудно. Один бежит, другой застревает на паркуре, от чего приходится ждать капушу и ржать над нубасом. Конечно, можно забить на него и бежать дальше, все равно он заспавнится у лидера, но это будет не по-дружески. А ведь добавить разделение экрана хотя бы для 2 игроков и устроить забег по уровню, чтобы выяснить, кто круче, было бы намного интересней. Это кооп с друзьями. Тут фан должен преобладать, а не само прохождение. Как грустно, что игра оказалась настолько плохой. Уровни, текстуры, эффекты, лаунчер Epic Games в Steam, сюжет, который противоречит себе же. Я надеялся, что игра получится топовой. Всячески делился с тобой новостями, ощущением игры, не завышал ожидания, но получилось это. А с тобой был Андрей Марас. Я надеюсь, хоть кому-то она понравилась и с радостью посмотрел бы на ютубе такой ролик.